Each time I close my eyes, I see you here with me. I would give it all to hold you near to me, yeah. Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Песня «Love's Not Over Yet» уже спета, но, увы, пока не Димашем Кудайбергеном. Возможно, это голос одного из авторов. До этого момента был известен лишь вариант с новой музыкой от оркестра. Теперь же у нас есть возможность познакомиться с самой песней. Огромное спасибо композитору за публикацию, за то, что дал нам возможность понять, насколько прекрасна его работа. Will this be our story's ending? Or is it a new beginning? I could be your prince, your hero, your romance. You hold our destiny inside your hands. Oh, each time I close my eyes, I see you here with me. I would give it all to hold you near to me, yeah. You're always just beyond my reach. But how my arms are aching to embrace you, to gather you inside them and erase all the hurt, the regret. For our sun hasn't set. I believe love is not over yet. Почитатели творчества Димаша Кудайбергена с нетерпением ждут окончания работы над песней «Love's Not Over Yet» – «Любовь еще не прошла», которую Флавьен Компаньон написал вместе со своими талантливыми друзьями Уолтером Афанасьевым, Домиником Бирсом и Дэвон Грейвс. Как говорится, обещанного 3 года ждут. И вот спустя 3 года после записи первого варианта песни Димаша «Любовь еще не прошла», 5 сентября в центре Парижа в зале Seine Musicale оркестр сыграл по фрагментам мелодию для этой композиции. Управлял оркестром один из лучших дирижеров Европы Брайс Давали. Фанаты Димаша ждали появления артиста на записи. Пришли все – сами музыканты, композитор и даже кузина Димаша, Самал, и ее муж, живущие во Франции. Были все, кроме самого Димаша. Самый часто задаваемый вопрос в этой ситуации – почему на записи не было нашего любимого артиста? Попробуем найти варианты ответов. Первый и самый простой.
Как вы знаете, Димаш уже записал свою вокальную партию еще 3 года назад. Все мы видели фрагмент этой работы. To me yet, you haven't just beyond my reach. Но с юридической стороны это был вариант другой песни с названием Over Here. Вторая возможная причина отсутствия Димаша – это, конечно же, ограничение карантина. Артисту пришлось бы ждать продолжительное время для прохождения всех процедур пересечения границ. А теперь давайте попробуем выяснить, почему все, кто причастен к выходу в свет песни «Любовь еще не прошла», и композитор Флавьен, Hello, guys. и Уолтер Здравствуйте, дорогие мои друзья! по нескольку раз упоминают о работе над ней. Вот смотрите, как компаньон просто идет по улице и в прямом эфире делится своими мыслями об этой And песне. with Dimash, it's gonna be gorgeous. Really, really. I'm so happy. Hello from Argentina. А Димаш Кудайберген еще ни одного поста не посвятил этой композиции и работе над ней. В свое время был упомянут даже корейский композитор, хотя мы так и не услышали песни от него. Вот это, друзья, как-то странно. Может, Димаш вообще не знает или не планирует петь песню «Love's Not Over Yet». Как он сам говорил, работа над ней отложена по непонятным причинам, буквально в сундук. Взяли и потом отложили в сундук эту песню. As I said, I believe love is not. Вы как-то на репетиции пели песню Over Here. Эта песня, если не ошибаюсь, французского композитора, моего друга Флавиана, который работал с такими мировыми артистами, как Селин Дион. Не знаю, по какой причине, просто взяли и потом отложили в сундук эту песню. Есть очень много песен, которых мы записали, сделали аранжировку, и потом в итоге я по каким-то причинам не захотел их выпускать. Не знаю, я просто оставил их на лучшее время. С 5 сентября Димаш вспомнил какие угодно события. И Данелию Тулешеву, Leave me alone, we'll talk when I go. и свои выступления в Китае, и подготовку к записи альбомов на родном языке. Но ни разу не упомянул о записи музыки к песне Флавьена. А может, авторы этой песни запросили денег немерено, и продюсер Димаша Канат Айбаев не считает возможным приобретать ее? Как-то так. Сами понимаете, песни такого уровня стоят очень недешево. Давайте попробуем прикинуть первые необходимые затраты. Аренда зала, зарплата музыкантам, оплата звукозаписи, регистрация прав на музыку, ну и самая дорогая часть – гонорар авторам и лицензия на композицию. Эти суммы могут исчисляться миллионами долларов. Вот так все непросто, друзья. Всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».